В начале 1980-х годов в одной из стран Ближнего Востока, находящейся в жарком и безлюдном уголке пустыни, власти в сотрудничестве с несколькими крупными компаниями, работающими в области переработки и утилизации отходов, начали осуществлять амбициозный и весьма противоречивый проект по закапыванию бытового и промышленного мусора. Данная инициатива, задуманная как временный полигон, оформленный под программу рекультивации, очень быстро перешла в режим массового складирования отходов, и ее изначальные цели начали далекие от изначальных экологических ожиданий. На самом деле в этом удаленном месте, отдаленном от цивилизации, вывозили абсолютно все подряд. Начиная от пластиковых отходов, таких как упаковки от пищевых продуктов, упаковка бытовой химии и различные пластиковые контейнеры, до металлического лома и строительных обломков, загружая всю эту нечисть в ямы, поглощаемые песком. Это место для сваливания настолько заполнилось, что даже неучтенные электронные компоненты из устаревшей и больше непроизводимой электроники часто оказывались здесь как ненужные остатки массового производства, просто выброшенные в могилу забвения. Проект, который имел изначально высокие экологические и социальные цели, быстро стал объектом критики и вскоре попросту забросили. На смену ответственным чиновникам приходили новые лица, каждый вновь и вновь менял политику, документы теряли свою юридическую силу, а спустя несколько лет даже самые последние упоминания о захоронении отходов исчезли из общественного сознания и регулярных отчетов. Тысячи тонн мусора и посторонних предметов остались погребенными под горячим песком, где их не трогали ни ветер, ни время. Образовавшееся мусорное поле постепенно превратилось в мертвую зону, погруженную в глубокую тишину и запустение, почти как некая аномалия, если говорить в терминах науки. Это было место, которое таило в себе нечто большее, чем просто неиспользованный мусор, но также и атмосферу потерянных возможностей и забытой истории. Прошло 40 лет, и в 2025 году произошло необычное событие. Спутниковые снимки, которые начали анализировать независимые экологи и специалисты в области геоинформационных технологий, вывели аномалии в одном из районов этой загадочной пустыни. Температурный тепловой след и отражающая способность почвы заметно отличались от соседних участков, и это привлекло внимание как ученых, так и исследователей, заинтригованных возможностью изучить Nature и ее место в экосистеме. Вместе с тем появилось ощущение, что эта пустыня замерла во времени и загадочно хранит в себе нечто большее, чем просто мусор, нечто, способное служить ответами на вопросы, части которых потерялись с течением лет. На основании полученных данных и странных аномалий было принято решение о проведении экспедиции, которая должна была не только изучить это странное явление, но и потенциально открыть новую страницу в понимании обращения с отходами. В состав экспедиции вошли разнообразные специалисты, ученые различного профиля, экологи с опытом работы в условиях пустыни, биологи, а также журналисты, увлеченные своей работой и интересующиеся исследованием аномалий окружающего мира. Когда группа начала раскопки в этом загадочном и необъятном месте, они сразу наткнулись на слой почти нетронутого мусора, который ожидал своего часа под песчаными дюнами. Интересно, что пластик, который не поддавался разложению, словно окаменел, его молекулы сохранили форму и структуру, тогда как алюминий и стекло, можно сказать, сохранились в идеальном состоянии, благодаря уникальным свойствам окружающей среды, которая не допускала уничтожения. Все это свидетельствовало о том, что местные условия действительно сыграли свою роль в хранении различных технологических артефактов, связанных с произошедшими изменениями в мире. Но главное открытие ждало их чуть дальше, и оно поразило не только группировку исследователей, но и существенно изменило подход к пониманию истории технологий. Среди всех этих отходов обнаружился огромный объем списанных, но до сих пор не востребованных электронных компонентов 80-х годов, что стало настоящей находкой для всех участников исследования. Эти высокотехнологичные старые устройства, различные микросхемы,
Печатные платы и редкие металлы, скрытые от глаз, старались воспротивиться времени. Все это находилось в герметичных упаковках, которые надежно защищали содержимое от любой окислительной реакции и воздействия окружающей среды на протяжении всех этих долгих лет. Сотни тонн технологических элементов, скрытых под плотным слоем песка, стали настоящим чудом для исследователей, и их моментальное открытие вызвало захват у всех членов группы, заставив их осознать всю значимость того, что они нашли. Многие из этих элементов, включая находки, которые когда-то считались устаревшими и непригодными для использования, содержали редкоземельные металлы, включающие палладий, итрий, вольфрам, а также высококачественный чистый кремний, который на тот момент также стал дефицитом. Эти материалы, критически важные для современного производства различных электронных компонентов, сделали находку особенно значимой на фоне глобального дефицита редкоземельных ресурсов, особенно с ростом производства электромобилей, полупроводников и высоких технологий, связанных с энергетикой. Специалисты быстро оценили значение находки, определив ее как техническое месторождение электроники XX века, которое идеально сохранилось благодаря сухому климату и уникальным свойствам песчаной почвы, которые не изменялись на протяжении всех этих многих лет, что лишь подчеркивало важность таких мест, как ресурсных баз в будущем. Некоторые компании, работающие в области электроники, немедленно начали вести активные переговоры о выкупе прав на раскопки, понимая, что наткнулись на настоящую золотую жилу, которая сможет поддерживать их производственные нужды в условиях растущего спроса. Позже выяснилось, что среди всех отходов в этом захоронении были также экспериментальные прототипы оборудования, которые были списаны заводами в эпоху Холодной войны. Их исключительная ценность для историков и коллекционеров оказалась значительно выше рыночной стоимости, так как это были уникальные образцы технологий ушедшей эпохи, которые имели большое значение для понимания исторических процессов и также могли предоставить вдохновение для будущих изобретений, учитывая, что технологии развиваются круг за кругом. Например, один старый японский прототип чипа связи, найденный в контейнере, был выставлен на аукцион и продан за невероятные 1,2 миллиона, что стало настоящей сенсацией в мире технологий и коллекторства. Это событие привлекло внимание широкой общественности, специалистов в области науки и технологий, а также коллекционеров, которые обсуждали, какое влияние старые технологии оказывают на современное общество и как необходимо заботиться об экологии в условиях постоянного технологического прогресса. Однажды пустыня, которую некогда использовали как свалку, превратилась в место раскопок и изучения технологической истории человечества, став платформой для разработки и обсуждения новых направлений в области экономии ресурсов. Это археологическое событие послужило толчком к новым дискуссиям об обращении с отходами. Это теперь значило, что то, что когда-то считалось мусором и обременением для общества, может через десятилетия стать археологическим и стратегическим ресурсом для развивающегося мира, открыв новые горизонты и возможности для будущих поколений. Объявление о находках быстро распространилось среди научного и исследовательского сообщества, и многие начали задаваться вопросами о масштабах подобных залежей в других частях света, усматривая в этом новые возможности для будущих исследований. Люди начали осознавать, что отходы – это не просто результат потребления, а скрытые ресурсы, которые могут быть использованы в будущем для нового производства или даже восстановления утраченного опыта технологий. К тому же открытие стало мощным импульсом для породжения новых инициатив по утилизации и переработке мусора, что в свою очередь вдохновило учебные заведения создавать профильные программы для молодых специалистов в области экологии и обращения с отходами, тем самым обеспечивая будущее общества необходимыми знаниями и опытом.
В таком контексте находка стала не только научным открытием, но и новой страницей в экологии, полагая на необходимость бережного отношения к окружающей среде и сохранения ресурсов ради будущих поколений. Таким образом, эта история является не просто рассказом о находках в пустыне, но и целой дискуссией о будущем нашего общества, о том, насколько важно действительно понимать и обеспечивать экологическую устойчивость. Удивительно, как за годы захоронения то, что когда-то забыли и оставили на произвол судьбы, приобрело новую жизнь и значимость, став предметом изучения и глубоких дискуссий в научных кругах. Люди заново открыли для себя возможность извлечения полезного из того, что когда-то казалось обычным мусором, и начали искать способы восстановить утраченные традиции обращения с отходами в экологически чистом направлении, создавая образцы для подражания для всех будущих поколений. В заключение вот такая удивительная и многослойная история, полная неожиданных поворотов и философских размышлений. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео и вы нашли его информативным и вдохновляющим, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал. Впереди вас ждет еще много интересного, увлекательного и познавательного контента, который будет способствовать формированию нового осознания и понимания важности экологии и технологий в современном мире.